Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 13 июня, вторник. Несмотря на то, что число не ахти, но события, в принципе, движутся в правильном направлении, и завтра, по идее, должно быть лучше, чем было вчера. Ну, по порядку. Сегодня свершилось историческое событие. Дональд Трамп стал первым, хотя и бывшим президентом Соединенных Штатов Америки, которого обвинили в совершении тяжкого уголовного преступления. Сегодня это было сделано официально в суде в Майами, где ему засчитали те обвинения, которые были раскрыты в конце прошлой недели. 37 пунктов обвинений, 31 из них это тяжкие преступления, связанные с, мягко говоря, неправильным обращением с секретными, совершенно секретными документами, что подпадает, так по большому счету, под закон о шпионаже, тоже беспрецедентный случай. Самые такие чувствительные документы, которые он утащил с собой и хранил рядом с унитазом в самом сокровенном месте в своем поместье, касаются уязвимых мест Соединенных Штатов Америки для ядерного удара врагом, со стороны врага по ним, по Соединенным Штатам. То есть фактически эти документы могут подсказать врагу, куда надо бить Соединенных Штатов, по США в случае ядерной войны. Ну и так предположить, зачем такие документы, это совершенно секретные, нужны были президенту Соединенных Штатов Америки. Можно только так, если логически рассуждать, представить, сослаться на безбашенность известную Трампа, его страсть к деньгам, наверное, хотел монетизировать. Теперь по каждому пункту ему светит до 20 лет, в общем итоге получается, там, правда, не все они, там секрет, топ-секрет. То есть, в общем итоге, до 400 лет. Дальше посмотрим, как это повлияет на его политические планы. Повторяю, выдвижение против него обвинение в совершении уголовного преступления не препятствует ему выдвигать, вернее, он уже выдвинул, дальше идти на выборы в качестве президента США. Он даже сможет стать этим президентом, если его осудят, даже если он станет, по большому счету, зэком. Но там есть ограничения, пока нет смысла о них даже говорить. Дальше будем следить дальше. Его, судя по всему, ждет еще одно уголовное дело, обвинение в нем. Это попытка фальсифицировать выборы, вернее, не попытка, а действие, направленное на фальсификацию выборов 2016. Вернее, нет, не 2016, последних президентских выборах, где он проиграл Джо Байдену. Сегодня же на полную катушку заработали беспрецедентные, опять-таки, в истории учения стран НАТО над территорией, воздушном пространстве, над территорией Германии. Называется Air Defender, воздушный защитник. Хотя они планировались еще с 2018 года, фабула или, так сказать, игра, которая разыгрывается в ходе этих учений, должна вам что-то напомнить. Она следующая. На восточный фланг НАТО, на одно из государств, которое не входит в НАТО, но союзное с ним, близко к НАТО, нападает агрессор. И вот поднимается воздушная ВВС стран НАТО, которая дает этому, в случае необходимости, дает этому агрессору отпор. В учении будет участвовать около 10 тысяч человек, 250 самолетов, 100 из них из Соединенных Штатов Америки, и военнослужащих примерно где-то 3-4 тысячи тоже из США.
Самолеты, которые будут участвовать, F-35, F-16 среди них, то есть те, которые так помогли бы Украине в ее нынешней операции по освобождению своей территории. Что теперь происходит? Опять-таки кратко, поскольку мораторий продолжается с украинской стороны, хотя официальные представители начинают уже давать официальную информацию, что улучшает, так сказать, условия для освещения, правдивого осуществления, освещения ситуации в мировых СМИ. Ну, кратко, за прошедшую неделю, первую неделю, если можно считать ее полной, наступление ВСУ, освобождено в целом около 90 квадратных километров. В целом, в тех направлениях, в которых ВСУ наступали, продвижение было от 5 до 7, иногда до 10 километров. Если сравнить это с темпами, которыми продвигался агрессор по территории Украины, то это почти блицкриг. Что радует? Что радует? Радует то, что, ну, можно сказать так, вспомним известную фразу некого неудачного политического деятеля из бункера: мы еще не начинали. То есть на этот раз ВСУ еще по большому счету не начинали. Количество живой силы и техники, которые задействованы в ВСУ для достижения вот тех результатов, о которых я вам сказал, ну, мизерное, можно сказать, мизерное. То есть резервов полно, с логистикой пока все нормально, будем надеяться, что и дальше так будет. Возникли некоторые проблемы, однако они решаемые. Ну, например, достаточно неожиданно, неожиданную эффективность показали дроны «Ланцет», российские дроны «Ланцет», которые нанесли поражение по бронетехнике ВСУ. Причем какая бронетехника? В основном это малые бронемашины, артиллерия, танки, мощные, главные боевые танки, как их называют, которые имеются в распоряжении ВСУ, они устояли практически все. То есть достаточно их брони, достаточно для защиты от «Ланцета». Почему «Ланцет» получил возможность иногда достаточно вальяжно, в редких случаях действовать на поле боя? Потому что, ВСУ иногда потому что ситуация первый раз такая возникла, просто не знали, теперь имеют этот опыт, знают, что с ним делать. То есть, когда войска идут в наступление, ВСУ, включая бронетехнику, нужно синхронно подтягивать системы ПВО наземного базирования, украинские, которые Украина получила от западных союзников. Потому что если эти системы ПВО будут далеко сзади, то они не смогут защищать идущие, то есть наносить удар поражающий по этому «Ланцету» и защищать бронетанковые войска ВСУ. Это если они будут далеко сзади. А если их подвинуть ближе, то они становятся досягаемые для тех же самых дронов. В общем, надо найти золотую середину, где они должны быть, на каком расстоянии от линии фронта или от движущихся впереди бронетанковых сил ВСУ. Это все решаемо. Дальше, как уже сообщалось, ВСУ понесло небольшие, надо сказать. Напрасно радуются российские пропагандисты, но они как дети. Хотя хоть чем-то надо порадоваться, потому что ситуация, и мы дальше это обсудим, крайне безрадостная, крайне мрачная. Ребенок должен получить возможность, даже плохой ребенок,
гадкий ребенок должен использовать часто малейшие поводы для того, чтобы повеселиться. Так вот, там несчастные более десятка Брэдли. Сейчас сегодня было объявлено о срочном выделении нового пакета помощи. Это будет взято из арсеналов Пентагона, то есть доставлено быстро, в течение, я думаю, нескольких дней. Общий пакет на 352, если я не ошибаюсь, миллиона долларов. Там будет и Брэдли, там будут, по-моему, Страйкер, там будут 155-миллиметровые снаряды, а также ракеты для противовоздушной обороны. Сегодня же происходили интенсивные встречи. Джо Байден встретился с Столтенбергом, Столтенберг встретился с Блинкеном, и на всех этих встречах речь шла о украинском наступлении. Обсуждался вопрос, как его поддерживать. Полное единодушие. Все, что нужно, все будет Украине предоставлено. Я посмотрел различные средства массовой информации, выделил самое главное, так сказать, вот в их аналитических усилиях описать, подвести итоги за прошедшую неделю. И вот что получилось. Главная мысль, которая сейчас господствует на Западе, в СМИ, пока рано оценивать ход контрнаступления, поскольку оно длится достаточно ограниченный отрезок времени, и кроме того, Украина, как я вам уже сказал, не ввела в действие свои основные силы. А их много, очень много, гораздо больше, чем уже введено. Поэтому то же самое, что мы с вами обсуждали на предыдущих встречах, надо смотреть, будем ждать. Но уже то, по большому счету, как это написала газета «Гардиан», уже то, вернее как, вот я вам процитирую буквально, военная кампания такого масштаба и значения не решается за неделю. Несомненно то, что Украина начала уверенно, взяла инициативу в свои руки, ведет атаку с нескольких направлений и добилась убедительных успехов. Вероятно, в тех направлениях, где русские слабее всего. То есть тут смысл в том, что западные аналитики ощущают, что вот этими предварительной разведкой боем ВСУ удалось нащупать слабые звенья в обороне российских оккупантов, и, возможно, туда и будет нанесен впоследствии основной удар. Вторая мысль, которая меня удивила, приятно удивила, уже началось обсуждение вопроса, какое будет будущее, обсуждение вопроса о будущем после победы Украины. Это превалирующая точка зрения, что Украина добьется победы в этой кампании. И тут очень интересная мысль. То есть Россия уже здесь рассматривается, как Германия сравнивается Россия после поражения в войне в Украине, будет напоминать Германию после поражения в Первой мировой войне, после Версальского мира. Вы помните, да? Версальский мир, униженная и ободранная как липкой всеми этими репарациями, контрибуциями, другими страшными санкциями. Германия, которая потом, после все это вылилось, в конце концов, в приход Гитлера к власти. Так вот, уже сейчас говорится, что надо бы как-то что-то придумать, чтобы ее надо наказать, жестоко наказать, я имею в виду путинскую Россию. Но это не должно быть унижение. Не должно быть унижения типа такого, которое испытала Германия после Первой мировой войны, потому что дальше, если это сделать, то конфликт дальше будет бесконечным. По крайней мере, пока Путин
не исчезнет, или его единомышленники не исчезнут. Будет ситуация напоминать то, что произошло в Европе с 1919 года, Версальского мира, до 1933, когда фюрер пришел к власти. Появились призывы для того, чтобы как-то так вот поспокойнее, что ли, добить эту Россию на полях боя в Украине, не прибегая к опасности перерастания конфликта в применении ядерного оружия. Появились призывы снизить опасность ядерной войны. Один из вариантов, который предлагается, Соединенные Штаты типа уже сейчас могли бы в одностороннем порядке, напомню, что договора о сокращении контроля над стратегическими вооружениями его практически нет. Россия приостановила, Америка сделала то же самое, ну, хотя говорят, что они придерживаются его этих цифр, ограничений. Так вот, значит, предлагается, пусть Америка в одностороннем порядке объявит о том, что нас сокращает. И плюс, что очень важно, высказываются идеи, это профессора Оксфордского университета, интеллектуальная элита, предлагают, чтобы Америка объявила о том, что она не будет разворачивать ракеты, которые на территории государств, ну где-то в Европе, естественно, с территории которых будет маленькое подлетное время до Москвы, до Кремля. То есть тут намек, что пусть Америка сейчас скажет, что она не будет делать то, что в свое время сделал Рейган в ответ на развертывание советских ракет средней дальности. Как вы помните, Рейган развернул Першинги и крылатые ракеты. Вот это совершенно глупая идея уважаемых профессоров из Оксфордского университета, потому что в Кремле этого не поймут, сочтут за слабость. Наоборот, надо держать эти Першинги, они уже, по идее, новые Першинги должны быть готовы уже лежать на складах Пентагона и быть готовыми, быть развернутыми в Европе по первому свистку, при первой же необходимости. Ну и, наконец, очень важное, в последнее время часто муссируется этот вопрос, надо что-то делать с искусственным интеллектом, поскольку буквально оказалось в последние месяцы. Кстати, в одной из предыдущих, в самом начале, когда я открыл канал, я рассказывал о том, что охота за любой информацией, которая касается создания искусственного интеллекта, является основным приоритетом разведки Российской Федерации, прежде всего в Соединенных Штатах Америки. Да и китайцы тут по этому поводу шпионят, хотя китайцы добились немалого, наверное, благодаря тому, что они тут добыли, но и у них у самих успехи заметные. Так вот, развитие этого искусственного интеллекта, в том числе в военной области, достигло уже такого уровня, что начинает пугать вообще людей. То есть ставится вопрос так, что это уже не проблема, там, допустим, Соединенных Штатов или России, которая отстает в этом плане. Это проблема всего человечества, потому что применение искусственного интеллекта в военном деле, взять стратегические силы, да, запускать или нет, а если запускать, то когда? Если предоставить это решать искусственному интеллекту, то можно оказаться в такой ситуации, когда от земли камня на камне не останется. Но для того, чтобы держать под контролем, развивать надо, потому что никто не остановится. Это как остановиться с производством ядерного оружия в свое время, когда атомная бомба только появилась. Так вот, для того, чтобы держать это дело под контролем, нужно как-то так сотрудничать. Вот еще одно поле деятельности. Давайте, пока Украина будет терпеть, пока Путин будет терпеть поражение на полях сражений в Украине, в это время мы будем ему давать конфетку. Там, переговоры об искусственном интеллекте, там, обсудим возможные параметры нового соглашения о стратегических вооружениях и так далее. Вот такая, в общем, складывается ситуация. И еще один важный вопрос, который я с вами сейчас хотел бы обсудить. Я бы сказал главный вопрос. А главный – это вопрос
Опять мы какой раз возвращаемся к возможности использования ядерного оружия. Столько мы с вами уже это со всех сторон обсудили, до дыр затерли эту тему, но никуда не денешься, потому что блеф и угроза применения ядерного оружия – это, оказывается, последнее, что остается реально у Кремля. И сегодня я прочитал статью, с которой получил море информации. Статья, написанная в журнале «Россия в глобальной политике». Это, так сказать, мозговой центр, что ли. Его глава Федя Лукьянов, он возглавляет группу, которая раньше проводила на регулярной основе встречи Валдайского клуба. Это главный, так сказать, у них. Он лично у Путина интервью там брал, решали глобальные вопросы. Вокруг этого журнала кучкуется организация под названием «Совет по внешней и оборонной политике». Туда собрали, во-первых, действующих политиков, военных, разведчиков, а также бывших, как сказать, мастодонтов, которые еще занимались этими вопросами со времен Второй мировой войны. Простите, какой Второй мировой войны? Со времен Холодной войны. Во всяком случае, с 70-х годов. И что получается? Значит, этот центр, этот журнал, вот в настоящее время, да и раньше то же самое, он превратился в один из мощных источников активных мероприятий Кремля. Многие, может, опять объяснять, что такое активное мероприятие. Большинству зрителей, наверное, более известен термин ИПСО. Это информационная, психологическая спецоперация, которая имеет целью задурить мозги. Или какому-то конкретному правительству на Западе, или конкретному политическому деятелю, или массе избирателей, скажем, в Соединенных Штатах, подвинуть их к идее, что надо проголосовать в 2024 году за Трампа. И вот, понимаете, несмотря на то, что вот эти активные мероприятия ЛИПСО, они имеют целью запудрить мозги, но если знать, кто этим занимается, кто разработал вот это конкретное мероприятие, и знать его давно, то тогда можно понять, что стоит на самом деле за этими тезисами, которые этот человек излагает, и хочет их, чтобы их воспринимали как правду, как то, что есть, и относились к этим всему очень серьезно. Так вот, статья была опубликована неким Сергеем Карагановым. Это почетный председатель, зиц-председатель вот этого совета по внешней оборонной политике, которого я знаю, где-то с первой половины 80-х годов прошлого века. Он такой, я бы сказал, мастодонт, маститый. Ему уже за 70 лет, он родился в 34-м. Если я не ошибаюсь, он 34-го года. Или нет, вру. Где-то ему там слегка за 70. Что за человек? Родился в Москве. Папа его в течение многих лет был председателем Союза кинематографистов СССР. Это в то время, когда, согласно указанию Владимира Ильича Ленина, считалось, что кино является нашим, то есть партии КПСС, нашим самым грозным и эффективным оружием. То есть папа был один из основных идеологов, так сказать, страны. Мама первым браком была за известным советским приближенным к власти поэтом Долматовским. Короче говоря, мальчик родился с серебряной ложкой во рту. Затем он закончил экономический факультет МГУ. Я не знаю, не понимаю, почему МГИМО не устроили. Наверное, что-то там как-то помешало. Трудно сказать. Но дальше начинается невероятно в его карьере.
только он в 1974 году, в 1974 он закончил, значит, МГУ, экономический факультет, в том же году он едет на стажировку в Организацию Объединенных Наций в Нью-Йорк на 3 года. То есть, ну, это невозможно для обычного выпускника тех времен МГУ, экономического факультета, вдруг ни с того ни с сего. И единственное объяснение, он был завербован еще в ходе учебы в МГУ. И послан туда по линии, а наш отдел как раз работал. То есть у нас резидентуры были в Соединенных Штатах Америки, в Вашингтоне главная резидентура, Нью-Йорк, Сан-Франциско. И вот направили в Нью-Йорк. Очень важная резидентура была тоже в Нью-Йорке. А за работу и стажировку в Организации Объединенных Наций бились смертным боем. Родные, близкие, связи там и так далее. Ну и вот мальчика туда отправили. По линии, то есть он поехал туда уже агентом нашего управления, нашего отдела. Обратно он возвращается и попадает в другую организацию, которая опять-таки была под крылом нашего управления. Его директоре тогдашнем академике Георгии Арбатове я вам уже рассказывал, псевдоним товарищ Василий. И вот, значит, Караганов туда попадает. Чем он занимался? Ну, два задания. Во-первых, он работал по получению информации, крутился там с американцами, он типа ученый. Он занимался, начиная с учебы в МГУ, занимался Соединенными Штатами Америки, отношениями между двумя странами. То есть он должен был получать эту информацию. Он получал. Я знал опера-разведчика, у которого Караганов находился на связи. Они там менялись в течение долгих лет его работы. Ну, я вот знал одного из них. И он мне приносил иногда записки аналитические, составленные Карагановым на основании беседы с таким-то американским источником. Почему мне? Потому что некоторое время в одном подразделении я отвечал за аналитическую работу в этом, значит, подразделении. Но самое главное, этот человек использовался для активных мероприятий. То есть он должен был доводить те же самые тезисы, это самое ИПСО. И главное, я вам тоже об этом рассказывал, в то время было на регулярной основе пугать врага, Белый дом, Пентагон, ЦРУ и так далее. Но если так вот простым языком сказать, главная цель была изобразить, что в Кремле управляют Советским Союзом клинические идиоты, у которых разум, крыша, совершенно поехала. Поэтому с ними надо осторожнее, обходительнее быть. Иначе они нажмут на красную кнопку. Идиотам, то есть обезьяна с гранатой. Это была полная фигня, потому что эти идиоты, так называемые, они были далеко не идиоты. Они жили лучше, чем все остальное население Советского Союза. Они создали для себя уже коммунизм, как они это понимали. И поэтому последнее, что им надо было, это вот начинать войну с Соединенными Штатами Америки. Но пугал. Дальше, что развалился Советский Союз, и как-то так Ельцину уже было не до этих мозговых центров. В Советском Союзе, особенно при Горбачеве, эти мозговые центры, они купались в деньгах, в славе, они крутились на всех телеэкранах, потому что руководителям и Андропову, и Горбачеву после него, они прислушались к ним. Им нужны были профессионалы, эксперты, в отличие от нынешней ситуации в России, когда нужна только одна вот эта плешивая голова, у которой полная разруха. Тогда ценили профессионалов. А потом развалился Советский Союз, и что делать? Деньги, финансирование прекратилось. И товарищ Караганов оказался там, против кого он недавно работал. То есть он пристроился в Международная консультативная комиссия, которая под эгидой семейства Рокфеллеров существовала.
Там он что-то там преподавал, затем он еще в Европе преподавал. Ну, естественно, в то же время при Ельцине мир, дружба, жвачка, союзники. То есть он тогда гнал волну, естественно, в Америке, и здесь рассказывал про Америку. Действительно, новая эра в двусторонних отношениях. Вот это тогда, когда Америка кормила Россию теми же самыми ножками Буша, потому что есть в России в то время было нечего. Хоть шаром покати, я имею в виду начало 90-х годов. То есть Америка тогда и Буш спасли фактически режим Ельцина, не дав разразиться голодным бунтом. Но потом, значит, пришел Путин к власти и призвал всю когорту бывших агентов, в том числе тех, которые работали на американском направлении. И тут началась новая жизнь господина Караганова. Он всегда был с теми, как вот у нас шутили в отделе, кто наливает, то есть кто бабки платит. И Дудел, он был мастером, как и остальные его коллеги, был мастером узнавать и угадывать, чего хочет заказчик. То ли это, значит, ну, это международное дело ЦК КПСС, конкретный там руководитель или представитель его, то ли Андропов, то ли... То есть идея, самая главная у всех этих аналитиков, так называемых, была узнать, что хочет начальник, и ему в русло вот его пожеланий впаять умную, написанную, как правило, таким аналитическим, скажем так, языком, мысль для того, чтобы продвинуться по службе, получить там премии, поехать за границу там, и так далее. Короче говоря, опять он нашел себя на ниве активных мероприятий. Это я все рассказываю для того, чтобы сейчас я вам расскажу, чего он породил, и мы с вами, и вы поймете, что сейчас происходит в голове у Бункерного и чего ожидать в ближайшее время. Потому что буквально за полчаса до начала записи этого видео я прочитал в каком-то паблике о том, что Путин провел совещание с военными блогерами. Ему задали вопрос там насчет, будем ли проводить мобилизацию. Он ответил типа, а нафига нам мобилизация? И Киев нам не надо. То есть ничего, непонятно, а что мы делаем-то вообще сейчас, где мы находимся? Вот сейчас мы узнаем, где мы находимся. Сейчас мы узнаем. То есть я вам сейчас расскажу, что там находится, почему я считаю, что они там так думают. Потому что это стиль жизни, работы господина Караганова. Он знает, ну, насколько знает, допустим, тот же самый Песков, или другая представитель, другая обслуга вокруг Путина или людей, близких к Путину. То есть он знает, что у них творится в голове, и тут же под них он выдает, хотя они не дают ему заказа, они не дают ему указания, вот напиши то-то или так. Он сам это делает. Это вот то, что существовало в Советском Союзе, и то, что в конце концов привело к краху этой страны. Работали не для того, чтобы описать, как есть на самом деле, а то, как бы начальник хотел услышать. Это, кстати, привело Путина к тому, что он начал эту агрессию, и вот в результате залез туда, куда он залез. Идея – это фантастика. Я думаю, наверное, есть смысл остановиться подробно над этой статьей, потому что она расскажет нам все. И прокомментировать чуть ли не каждый этот пассаж, потому что это фантастика, то, что он здесь написал, идеально для понимания нынешней ситуации. Но я боюсь, что получится вот эта часть, это видео слишком длинное. Поэтому я думаю, что я сейчас сделаю маленький брейк, перерыв. И отдельную часть я посвящу этой статье о видении ситуации в Украине и вообще в мире из Кремля, и мы узнаем много интересного. Поэтому маленький перерыв, дорогие друзья. Заварите кофе, кто не пьет кофе, чай. Сейчас я к вам вернусь со второй частью.